Мистер Генри Уитмар лишь притворялся спящим. Его глаза были закрыты, дыхание ровным, а худое тело утонуло в бордовом бархатном кресле в библиотеке особняка в Бостоне. Со стороны он выглядел как безобидный старик, задремавший у камина. На самом деле, разум Генри оставался ясным и холодным. В свои 75 лет он владел судоходными компаниями, артелями и инвестиционными фондами и не верил ни одному человеку. За долгие годы его обманывали партнеры, слуги и даже собственные дети, которые появлялись лишь ради обсуждения наследства. Генри был уверен, если человеку дать шанс взять чужое, он возьмет. Сегодня он снова решил это проверить. Рядом с его рукой на столике лежал открытый конверт с $5000. Деньги будто забыли по рассеянности. За окнами бушевала гроза, в комнате было тепло и тихо. Все было готово. В библиотеку вошла новая горничная, Эмили Браун, женщина около 30 лет, с усталым лицом. Генри знал ее историю. Вдова, муж погиб на заводе, долги, маленький сын Ной, 7 лет. Из-за шторма школы закрыли, и Эмили, не имея денег на няню, тайно привела мальчика с собой. Она усадила сына в дальний угол и ушла работать в столовую. Генри остался наедине с ребенком. Прошло несколько минут. Мальчик не двигался. Затем он тихо поднялся и подошел к креслу. Генри напрягся, ожидая, что маленькая рука потянется к деньгам. Но вместо этого он почувствовал осторожное прикосновение, и на его колени легла детская куртка. Сквозь полусомкнутые ресницы он увидел, как Ной поправил конверт, чтобы тот не упал со стола, и поднял с пола блокнот, аккуратно положив его рядом. Мальчик вернулся в угол, дрожа от холода. Он отдал старому человеку единственную куртку. В этот момент что-то в Генри треснуло. Когда Эмили вбежала обратно и увидела сцену, она решила, что все кончено. Она испугалась, начала извиняться и пыталась забрать куртку. Тогда Генри проснулся. Он разыграл гнев, обвинил ребенка в том, что кресло испорчено влагой, и потребовал компенсацию. Эмили была готова работать бесплатно, лишь бы не навредили сыну. А Ной, не плача, достал из кармана свою самую дорогую вещь — старую игрушечную машинку, принадлежавшую его погибшему отцу, и предложил ее в уплату. Этого Генри уже не вынес. Он признался, что все было проверкой. Кресло не испорчено. Деньги были приманкой. И мальчик ее не тронул. Генри отдал Эмили конверт, помог семье, а Ноя стал приглашать к себе после школы. Он оплатил его образование и за долгие годы впервые почувствовал, что у него есть семья. Через 10 лет после смерти Генри Уитмара выяснилось, все состояние он завещал Ною. Не из безумия, а в уплату долга. Тому, кто, не имея ничего, оказался богаче всех. Игрушечную машинку с золотым колесом Ной хранил всю жизнь, как напоминание, что доброта всегда возвращается, даже если сначала кажется незаметной.